Ребятушки, hello, как говорится, приветствуем вас в городе Сокол, 37 километров от города Вологда. И именно в этом населенном пункте, о существовании которого многие из вас, и в том числе и мы, узнали... Что происходит? Короче говоря, именно в этом городе живут здесь 34 398 человек. В этом городе находится один из самых необычных жилых домов в России. Деревянная многоэтажка, сделанная из дерева. Кроме шуток, что к чему, обзор, поехали. Итак, ребятушки, позади нас жилой комплекс. Тут всего два корпуса, вот первый, а вот второй, который называется Соколики. 4 этажа, площадь 3013 квадратных метров. Сдан в эксплуатацию в декабре 2022 года, построен компанией Сигежа Групп. Но теперь самое интересное. Весь этот дом построен из CLT панелей. CLT – английская аббревиатура Cross Laminated Timber, перекрестно склеенные деревянные плиты. И вот, ребятки, что пишут про CLT панели. Среди очевидных преимуществ – огнестойкость, сейсмостойкость и отсутствие усадки. CLT панели в 5 раз легче железобетона, и здание CLT собирается легко, как конструктор, причем даже в зимний период. Также дом из CLT панели можно построить в 4 раза быстрее, чем традиционный дом из железобетона. Этот дом обшит фасадом, но внутри находятся те самые деревянные панели, и у нас, и у вас. Естественно, много вопросов. Надежность, шумоизоляция, долговечность и много что еще. Чтобы ответить на многие из этих вопросов, мы сегодня поговорим с людьми, которые в этом понимают. Едем на производство, которое находится здесь же, поэтому, кстати, здесь построили эти дома, в городе Сокол. Рекламная пауза, 55 секунд и едем на производство, а потом посмотрим квартиры. Поехали. Опа! Ребятушки, свистать всех наверх. Прямо по курсу скидки. С 20 по 30 ноября на маркетплейсе Озон новая распродажа. В этом году покупателей, то есть нас с вами, ждет настоящий клад. Техника, электроника, товары для дома, одежда и обувь, косметика, а также товары для детей со скидками до 90%. И все это с удобной доставкой в пункты выдачи заказов и прямо до двери. А при заказе одежды и обуви в пункты выдачи заказов заказ можно оплатить после примерки. Кстати, эту шляпу, а также подзорную трубу мы тоже купили на Озон и уже со скидками. Все подробности уже на сайте, по ссылке в описании, а также по вот этому QR-коду с 20 по 30 ноября. Однозначно рекомендуем. Продолжаем. Это был наш микрофон? Это была пуговица. Ребятки, придется купить новую рубашку на Озон во время распродажи. Продолжаем. Так, ребятки, Сергей, здрасте. Добрый. Здрасте, да. Где мы находимся? Цех производства CLT панелей. С чего все начинается? Это исходное сырье. На взгляд обывателя просто доски. Это хвойная порода древесины ель. Это все, собственно, заготовка. Да. Сигежи. Кругляк распиливается, Так. сортируется, сушится, Да. и поступает нам на производство. А мы вот смотрели, что у вас у Сигежи свои Лесозаготовки. Да, лесозаготовка. Это деревья, которые уже выросли, или вы сами тоже их И выращиваете? восстанавливаем. Ну, То есть, если мы берем лес, соответственно, мы его пополняем. это еще раз, какое дерево? Это все хвойная порода ель. А если для CLT там березу взять, или ясень, или дуб? В чем преимущество ели? Вот. Там меньше смольных карманов, Вот. меньше сучков. То есть Вот. визуальное качество древесины уже Да. будет отличаться от ели. Когда люди там Да. из бревен дом строят, говорят, ты не то взял, нужно брать вот это. Здесь Да. примерно так. Так, это приехало к вам с разных регионов, правильно? Да. Дальше что происходит? Линия автоматическая, участвует 9 операторов. Вижу надпись, это иностранная. Да, это иностранная. Так, Компания Леденик, Словения. То есть она нам поставила оборудование, и вот Да. монтаж. они поддерживают сейчас вот это вот? Как-то вы с ними на связи? Бывает, оборудование ломается, а те уже трубку не берут. К сожалению, мы раньше были с ними на связи, когда был Да. именно процесс пуска наладки и выхода на мощности, грубо говоря. Сейчас, к сожалению, мы уже решаем вопрос сами. Мы научились ремонтировать, восстанавливать, что-то в программе править. Вариантов нет. Нужно же, чтобы производство работало, а не стояло. Да. Поэтому как-то выкручиваем по стране. Производство CLT панели для домостроения – это технология известная. Да. Сколько ей лет? Вообще с 90-х годов начало. 90-х? Да, законодатель моды — это Австрия. Австрия? Да, Ребят, сегодня изначально- очень шумно здесь. Без беру здесь никак. Чтобы нам процесс упростить, чтобы не кричать, не... У нас здесь только радиосвязь. Да. То есть ребята, операторы, они все с радиосвязью. В первый участок линии, куда поступает материал, погрузчик
Он подводит материал, дальше уже прошел процесс. Вакуумное устройство берет и первый этап проверяем на влажность. Стоит прибор, влагомер. Ну, только что видели, упала доска, то есть либо недосушена, либо пересушена. А много отбраковывается? Меньше процентов. Меньше процентов. Меньше процентов. Вот это как раз вся линия. Красиво. Можно ли сказать, что это весь завод? Да, это начало. Здесь шлифовка и обрабатывающий цех, который уже пазы, окна, двери, выборка элементов. Сколько цикл весь занимает? Вообще 1 час. Да ладно. Микротек прибор, он и проверяет влажность доски. Чье производство? Ну, Импортное, да? А есть какие-то аналоги вот этого всего? пока нет. Надеюсь, в данной ситуации люди поймут, что пора делать что-то и свое. Пора делать что-то свое. Человек вообще ничего не осматривает, только смотрит за работой робота. Он смотрит за работой, он проверяет. Сколько вот так человек стоит? 8-часовая смена. Перерывы же есть? Да, с перерывами. Ночью работаете? На данный момент нет, мы сейчас справляемся с объемами в одну смену. Но бывает ночью. Да, необходимо. Да. Когда огромный заказ, Да. и когда поджимают сроки, тогда приходится организовать дополнительную смену. Линия оптимизации, сортировка, выявление дефектов и их удаление. Здесь работают именно женщины. Именно женщины. Именно женщины. Их работа подсмотреть и мелком пометить, где дефект. Автомат уже убирает дефекты. А вот эта вот доска, видите, такая вот он, кривая. красный мелочек, видите? Это Да. они нарисовали? Да, они нарисовали. И по красному мелочку как раз станок удалит ее. Вот это все, это только проверка досок Ну, по сути, перед да. склеиванием. Да, То есть вся вот эта вот огроменная Да. конструкция. Блин. Если говорить очень грубо, очень общо, все, что вы сделаете здесь, в этом огромном цеху, в том числе импортном оборудовании, это склеиваете 3 доски друг с другом. Ну, не три, а Грубо- гораздо больше. грубо да. говоря. Да. Вся CLT-панель, это же древесина Да. и немножко клея. Чтобы Да. она держалась, и не просто держалась, а проходила испытания и держала нагрузки. Ее задача — это конструкционная плита. Это замена кирпича, как мы ее называем. Да? Есть Да. бетон, есть кирпич. Но это деревянный кирпич, который гораздо легче и теплее. Деревянный кирпич. Да. Вот, ребятки, самое интересное, после проверки досок, вот этот вот этап, наносится клей. Склеиваются доски, панель. Там доски вот эти вот лежали как будто вот так, а здесь лежат вот так. Потому что это внутренний слой. Так как она перекрестно склеена, то есть у нас чередуется поперечный с продольным слоем. Вот чисто из-за этого. понял. А нанесение клея происходит вот перед прессом. То есть это у нас короткий пресс, а в углу длинный пресс. Длинный пресс до 16 метров, это 3,5. Хотите сказать, что это уже полностью на 100% склеенная надежная Да, это склеенный конструкция? готовый слой. Это склеено. Да? Это с этим. Что за клей? Это монтажный клей. Линолеум клеили? Клеили. Монтажный клей. При температуре склеивание происходит Моментально. моментально. Сергей, а если вот уголок взять, и была бы возможность ее поднять, оно не развалится? Нет, она уже не Не, ну развалится. серьезно. Не, ну, она серьезно, на монтажном клее, да. Это же просто доски на клею. И причем такие тяжелые. По факту, да. И все равно. Монтажный клей держит хорошо. А пропитка? Мы не применяем, то есть пропитку. Мы делаем готовые стены, а дальше уже люди сами должны позаботиться о том, чтобы она дольше прослужила, дольше простояла. Древесина это 50 лет, правильно? Да. Никто с этим не спорит. Но если ты будешь нормально обрабатывать, либо закружить, ну, просто защитишь, она у тебя простоит и 100. На производстве этого нет, потому что ты никогда не угадаешь. Хочу секинс, хочу текурилу, хочу осмо, то есть столько материалов на рынке, и под заказчика ты просто не угадаешь. Понятно. Каждый заказчик вправе применить либо дешево, но недолго, либо Да. дорого, но подольше. Это один из самых важных вопросов про противопожарные истории. Мы же проводим испытания. Структура перекрестно склеена. Да. То есть если возгорание какое-то, тление, это лицевой части, а лицевая часть это в среднем 40 миллиметров. Древесина же не может сразу вот прям прогореть насквозь, чтобы конструкция здания упала, либо что-то с ней случилось, и какие-то были последствия. То есть вот это сейчас подготовка склейки. А это он на присосках поднимает, Да, это вакуумное устройство. Опа! Красота! Да. Вот это самая красота.
Так уже что ли нанесло? Нанесло, сейчас смотри, обратно стоит. То есть процесс сбора панели занимает в среднем 5 минут. И вот уже сейчас кладется сверху, да? Да. А если неровно положил 2 сантиметра? Там формирует уже в прессе. Есть прижимы боковые и... пододвигает. Он как раз формирует уже. То есть он пока еще не засох, поэтому... Да. У него как раз есть время. Вон там такие маленькие полоски клея. Камеру бы туда не уронить, а то будет дом с GoPro. А есть такое, что, допустим, древесина из там Кировской области, Новосибирской области, вот там лучше, там... Это южная древесина. Южная она более рыхлая, наша более крепкая, да, северная древесина наша все равно крепче считается. А вы берете только северную? Да, мы применяем, потому что лесозаготовки у нас здесь. А вот это что такое? Это клей-полиуретан, а там вазелин. Вазелин это наше ноу-хау. Не, серьезно? Нет, ну я серьезно говорю, чтобы, грубо говоря, клей-полиуретан при соприкосновении воздух, влага, он начинает полимеризоваться, то есть начинает застывать. Когда запускали, привозили нам жидкость, которая не дает застывать форсункам, которая наносит клей. Жидкость не стала. У нас работают умные люди, предприимчивые, что не пропускают влагу. Вазелин. Попробовали. Работаем уже 2 года. Вот это куда, скорее всего, пойдет? Это в Карелию. В Карелию? Я точно знаю, что это на строительство чего? Ну, так, примерно дома. Дом 408 квадратных метров. Дом частный. Частный дом. Частный дом. Это вот такая стена там в этом доме будет? Нет, это перекрытие. А что за дом такой вообще? Могу показать. А есть? Нет, это же вообще какая-то хорона. Я покажу. Пресс позволяет склеить максимальную 16 метров на 3,5. Это условно кусок стены. Да, так, несущий, да. Внутренний, наружный. Внутренний, либо наружный, все правильно. Так, кусок стены. Элемент дома, скажем. Элемент дома, да. Толщина стены дома сколько? Если это одноэтажное строительство, она варьируется 100-120. Если это многоквартирная четырехэтажный дом, четырехэтажная, она уже по расчетам идет 180, либо 160, либо 140. Минимально это 3 слоя, максимум 5-7 слоев. 5-7 слоев можно сделать? Можно и 9. Вообще 9? Запускаться, да, 9. А 9 это для чего вообще? Бункер, что ли, какой-то? Скорее всего, да. Вот самое интересное. Там надо детские игрушки выпускать? Или это дженгу делать? А куда это еще раз? Пеллетное производство. Камины, печи. Для отопления. Дрова? Да, ну, условно. Да. Оп. И резко никого нет, и стало тихо, наконец-то, ребятушки, время обеда, сами понимаете. Вот это уже готово, то, что мы сейчас посмотрели, весь процесс. А минимум мы сказали 2 или 3? Минимально 3. Всегда нечетно, то есть перекрестно. Да, 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Стена из гипсокартона ставят, бывает там в Испании, даже мы где-то видео в интернете смотрели, там стена вот такой толщины. Вот типичная картина в Испании. Толщина стены вот такая. А у вас получается 60. минимально вот такая? Да. Можно же у вас заказать только наружные стены несущие. Тепловой контур закрываешь, вот. А дальше внутренние перегородки уже делаешь из чего-то другого. Но есть ли смысл делать внутренние там стены дома из вот таких? Шумоизоляция все равно хорошо. По соотношению толщины бетона и древесины, потому что шумоизоляция лучше. А вес? А весом она легче, по сути, в 5 раз бетона. А это что осталось? Это как раз то, что у нас идет в деламинационное испытание, как раз проверка. Номер плиты, отсюда берется образец, везется в лабораторию и прям все, что ли, проверяете? Каждую плиту. Выборочно? Каждую плиту. Да ладно. Не хочется заказчику поставить что-то, чтобы потом отвечать. То есть мы отвечаем за качество, из-за этого я говорю, что есть и контролеры, есть и лаборатория. Час назад вся эта конструкция была просто комплектом досок, которые лежали вот там. И вот уже готовая плита, 5-слойная. Но прогиб-то небольшой есть. Да, ну и расстояние 14 метров. Это допустимо считается. Да. Блин, Сергей, у вас одно из самых приятных производств. Ну, после производства колбасы. Вот она, родима, ты просто туда, ты сюда показываешь, смотри, колбаса. Это как раз, чтобы посмотреть с обеих сторон, качество оценить. Ты его в производство? На чем? Все отлично, мы сейчас как раз с чем посмотрим. То есть вот как раз обрабатывающий центр, это финиш уже. Это готовая панель, то, что мы видели, она склеена была максимально длинной, и разделилась на определенное количество элементов. А вот это что? Это паз сопряжения.
Это как раз и есть уже конструкция, это готовый то, что вот человеку надо просто собрать. Это вот сейчас вот там вот так вот пилили четко. Да. Из одной плиты у нас получилось 3 элемента, 4. А соединяется как? Конструкционно, саморезы, да? Не клея, ничего такого. Нет, саморез. здесь клея нет. Прикинь, вот человек строит дом, он нанял там какую-то бригаду, они приехали, они там из кирпичей всегда строили, и он им вот такое привез. Он откроет чертеж, посмотрит сборка. Инструкция. Инструкция по сборке, применение, пошаговая инструкция. А фундамент? Фундамент они же как раньше делали, так и делали. То есть, Фундамент тот же? Да, фундамент тот же, но можно просто расчет сделать. Так как конструкция легче, можно сэкономить на фундаменте. Ага. То есть если ты изначально планируешь под CLT, соответственно, ты и делаешь расчет под нагрузки, которые будут. Да. А здесь уже просто ты удешевляешь по бетону, Да. по фундаменту, и дальше уже возводишь стены. Причем он возводится гораздо быстрее, так как каждая плита в доме, она пронумерована. Это как детский, ну, у детей есть лего, у мужчин, у взрослых. CLT. Да, мы уже говорим про время сборки 1 день, а может... Да ладно. Так это как раз так и есть. Ничего себе, вы упаковываете прям каждый вот так вот с картоночками, со стяжечками. Стяжная лента. Красиво. Теперь поедем посмотрим дом. Финальный результат. Он же сдан где-то год назад, в декабре, если не ошибаюсь. Строительство, по-моему, это май месяц, если не ошибаюсь. Ну, грубо говоря, год получается. Да. Вот посмотрим. 4-этажный дом из CLT панели, которому год. Да, которому год. Ребятки, посмотрим. Ребятки, уже ноябрь на дворе. Как корова языком. Вообще нормально. Скоро Новый год. Многие уже начали копить на подарки. И пока вы не купили себе что-нибудь вот такое эткое, вот вам, как говорится, стопроцентный вариантик. MSI Rider G78. Подарка с такой начинкой хватит на несколько лет вперед. Первое. Новый процессор и новая видеокарта в топовой конфигурации Intel Core i9. 24 ядра, а также впервые в мобильном исполнении GeForce RTX 4090. Также MSI добавили сюда технологию Overboost Ultra, которая выжимает максимум из начинки ноутбука. G78 подойдет и для рабочих задач, монтаж, графика, моделирование. У новинки отличный экран 17 дюймов, IPS, QHD+, и частота обновления до 240 Гц. И еще приятные фишки. Поклавишная подсветка клавиатуры, световая панель вдоль передней части корпуса, хороший звук. И это половина громкости. А также наши любимые прозрачные игровые клавиши. Новый MSI Rider G78, информация о стоимости уже по ссылке в описании. Однозначно рекомендуем. Продолжаем. Какой этаж? А лифта что ли нет? А почему? Ну, приятно находиться. По сравнению с тем, что вокруг и что здесь. В любой соседний подъезд зайдите, любого дома. Да, мы в таких бывали. Здравствуйте. Здрасте. Вас наверное, замучили уже, да? Вообще в мыслях я просто хочу покрасить, ну чтобы было это, чтоб видно было, структура дерева была. Огромное вам спасибо. Итак, вы здесь живете? Да, с апреля месяца 2023 года. У вас тепло. Жарко. Жарко это хорошо или жарко это плохо? Очень хорошо. Есть ли какие-то отличия визуальные от квартиры, скажем, в кирпичном каком-то или в панельном доме? Если сравнивать с тем, что мы жили до этого, у нас была хрущевка. У нас была маленькая кухня. Здесь Так. кухня 12 метров. Это вы красили? Это мы красили. Сами? Своими руками. А изначально что было? Изначально была просто плита ГВЛ и зашпаклевана. А вот вы видели натурально, как деревянная панель выглядит? Да, из чего она у нас построена? в комнате есть, А где, покажи, сохранилась. пожалуйста. Ну-ка, Давайте интересно. посмотрим. Вот, потолок я обратил внимание. Тот самый, Вот, да? пожалуйста, да, То есть, в принципе, на отделке потолка на отделке. плиточки вот это на клей можно не ляпать, да? Не как-то? нужно, Да, не точно. нужно. Да, Во, вот. Мы офигенно. просто покрасили пропиткой в любой цвет, который нам хотелось. Минуточку, щели-то есть. Так это же дерево. И как бы вот они и появились. Но это же естественно для дерева. Меня это не смущает. Мы сразу сказали, что мы эти стены и потолок заделывать ничем не будем. А это влияет как-то на теплоизоляцию, шум, Нет. на что-то? Шумоизоляция, что я вам могу сказать? Я не говорю, что Вот. тут прямо глухо, как в танке. Все равно ведь люди ходят, что-то делают, Ага. что-то уронят. Это Да. все слышно. А Всегда так- есть соседи, которые катают металлические шары, как мы знаем. Шар для боулинга? Может, железная бочка?
Никогда не узнаешь. Ведь иногда мы и правда катаем бочки. Мы же уехали из каменного дома. У друзей мнение не разделилось 50 на 50. Зачем вы меняете камень на дерево, скажем так? Мы слушать никого не стали, попробовали и не пожалели. Здесь совершенно другой воздух и комфортная температура. Когда в сентябре, знаете, да, долго отопления не дают. И на улице уже и дождичек, и холодно, порой даже минус ночью. Мы этого здесь вообще не почувствовали. Это все батареи, что есть. Один радиатор стоит. Здесь вот еще маленький. Жарко, надо выключить. У меня муж почему-то мерзнет. Я выключаю, он включает. Это нормальная история. Если вы не хотите платить за отопление, сэкономить можно. Так они у вас выключены? Ну вот, со вчерашнего дня я Нифига, у вас как выключила. тепло, А хорошо. это, Да. вот это греет одна. Но она и потрогайте, она не такая горячая. Ну, она еле теплая, бы сказал. Ну. Да. На улице было -4. В ванной Ванная плитка, можете посмотреть. плитка, которая лежит тоже на дереве, получается. Ну, получается, что да. Не разбухает. Пока мы не заметили. Вот вся плитка на месте. Сейчас еще дополнительно у нас еще 2 мамы ходят к нам мыться. Почему? Потому что там нет воды горячей. А где она? По Архангельской ветке идет ремонт. И как вот ты, в октябре нет горячей наши родители воды? живут без отопления. А что говорят? Так вот говорят, Когда? что ремонт делают. А балкон можно глянуть? Это у вас тут спит кто-то? Собачка тут спит. Ну вот тоже такой же потолок. Ой, самый-то кайф. Можно прикручивать. Дрель здесь не нужна. Перфоратор. Перфоратор, да. Штробель, И когда нам устанавливали кухонный гарнитур, молодой человек сказал, одно удовольствие здесь работать. Померял, прикрутил, все. Кстати, извините, а сколько стоит квартира? И сколько метров? 63 квадратных метра. Нормально. Ага. Квартиру мы купили 3 150. А вот там напротив? Ну вот там напротив, если с ремонтом, там, как пишут, видела цена 3 700. Здорово. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Итак, ребятки, собственно, вот сам дом, а это Василий. Василий, здрасте. Здравствуйте. Старший специалист строительного контроля. Все правильно. Вы строили этот дом. Ну, прям не сам саморезы крутил, но Да. под моим чутким контролем и руководством этого У меня тут выполняли. есть пара интересных фактов. Самое большое количество этажей жилого дома, построенного из CLT-панелей в России. Прямо сейчас в России самый многоэтажный деревянный дом. Все правильно. Деревянные фасады зашиты здесь у нас, а в Швеции и Англии их не закрывают. Ну, потому что у нас такие нормы интересные, противопожарные. Все фасады обязательно, несмотря на то, что они на улице, они должны быть закрыты негорючими материалами. То есть мы не можем оставить деревяшку, несмотря на то, что она, в принципе, достаточно долго держит температуру и не сгорит она там в первый час-два, эта панель, она не горит, хоть она и деревянная. Ну, наше законодательство обязывает нас закрывать все фасады материалами группы горючести НГ, ну, не горючие. То есть вот эти вот красивые в Австрии, Швейцарии, Швеции дома деревянные стоят, тут тоже можно это сделать так же? Можно, но надо... нельзя. И нельзя. И нельзя, да. Из CLT-панелей строят концертный зал и филармонии. В мире, да. И жилые другие разные дома. Все правильно. Видите, не боятся собирать большое количество людей вот в этом деревянном доме, потому что это необычная деревяшка, к которой все привыкли, которые строились там много лет назад. Ну, пока мы не можем это людям доказать. Можно сделать еще красивее, да? Можно. И еще дешевле получается, потому что же фасад денег стоит. Конечно. И это заложена стоимость квартиры. Конечно, это очень немалая часть денег на фасадные работы. И можно, да, удешевить за счет этого. Вот перед нами дом. Он весь деревянный. По вот этот уровень, что коричневая плитка, это у нас идет бетон. Тут, видите, дома на болоте. Когда-то это было болото, да. То есть мы провели огромную работу. И мы подвальный этаж сделали монолитный, чтобы дерево не напитывалось влагой. А дальше стены, перегородки, плиты перекрытия, лестничные марши, лестничные площадки. Абсолютно все идет из дерева. Лестницы тоже деревянные? Лестница деревянная, чисто дерево, да. К сожалению, мы само дерево не увидим. Опять же, лестничная клетка – это путь эвакуации. Нам пришлось красивую деревянную лестницу обшить огнестойким ГВЛом и сверху закрыть еще плиткой. Но в Европе такой уже нашли какой-то баланс, да? Там? Да. Там. Подойдем поближе? Пойдемте, конечно. Там вата, видимо, минеральная под фасадом. Да, базальт это стандартный, вентилируемый фасад. Идет утепление 150 миллиметров. На самом деле для этого дома это очень много, потому что по Вологде мы каменные дома утепляем таким слоем. И фиброцементная плита. Мы старались максимально под дерево сделать, чтобы хоть как-то показать красоту наших домов. А почему 2, кстати, построили? Там, не 10. Сколько вот у нас позволяла площадь участка, которую выделили. Вот столько дали? Да. А почему этажность
вот именно 4 этажа выбрали? Разрабатывали СТУ на 4 этажа. По нормам, если бы 5-й этаж был, там бы какие-то еще дополнительные там фантастические требования бы с нас запросили. Главный вопрос. Мы видели панели на производстве 16-метровые длинные. Так. Здесь какие и как применены? Здесь панели всякие разные, там есть... Всякие разные? Нет, они по толщинам у нас здесь 180 миллиметров, это наружные стены. А толщина вот в этом доме сколько стены? Ну, тоже миллиметров 200 где-то панелька. Ну, то есть схоже по... Примерно, да. Только что дерево-то оно больше будет держать тепло внутри, нежели камень. Несмотря на то, что в камне есть средства утепления. И вы выпиливали еще под окна отверстия? Ну, это все на заводе делается. Стоит центр обрабатывающий, выпиливает круглые, овальные, квадратные, какие хочешь отверстия. Так вы узоры. могли круглые окна сделать? Конечно, Или могли. надо было делать? По балконам. У вас вот 4 балкона, на одной панели, я так понимаю, там висят, да? Балкон сам по себе, это плита перекрытия у нас выходит панель, а плита перекрытия толщиной 200 миллиметров. То есть это не что-то присоединено на панель снаружи, это туда уходит плита, Да, которая да. торчит просто? Да. Крыши тоже деревянные? Крыша деревянная, утеплена также базальтовым утеплителем 200 миллиметров, и поверх положена мембранная кровля. Зайдем, попробуем? Пойдемте, зайдем. Кот, не подглядывайте. Заходите. Ну, у вас тут все по нормам, по красивым, по Конечно, европейским у сделано. нас тут хороший домофон, вон с видеокамерой. Такой общий вход, здесь люди вот, велосипеды, коляски могут оставлять, здесь почтовые ящики. Почтальон приходит, когда холодно, включается тепловая завеса. Это что такое за штуковина? Это вот система пожаротушения. В случае воспламенения, возгорания, вот этот вот красный пузырек, он лопается, Да. и оттуда будет под напором поступать вещество, которое как облепит очаг возгорания и не даст ему распространяться. Это вас Нет. типа заставили поставить? Заставили делать. У нас в этом доме, помимо вот этих всех систем, в случае срабатывания сигнализации на пожар, дом сам позвонит в пожарную службу и вызовет ее. О надежности немножко. Сколько это простоит? Не просядет ли, не начнет ли там скрипеть? Нет, дерево такой материал, что пока человек в нем живет, дерево живет вместе с ним. Простоит и 50, и 60 лет. А откуда уверенность такая, что 50 лет простоит? Ну, стоят же деревянные бараки вот эти. Совершенно другая технология была строительства. И обработка материала была. У нас здесь все-таки целый завод, умный тоже, хороший. Да, конечно. Жить вот там, когда рядом стоит такое, как-то уже... Здесь хорошо, но только что, видите, вот ТСЖ немножечко не следит за территорией, да? Можно было бы и газончик покосить, Можно. было бы поприятней. А квартирки-то еще остались свободные? Да, по-моему, одна или две однушки. Их, я думаю, разберут буквально там, на этой неделе, может, на следующей. Симпотно. Ремонт от застройщика. Все правильно. А нет, дается как? Стены идеально ровные, под оклейку, под окраску, то есть кто что захочет. Здесь, видите, стены окрашенные. Дому, грубо говоря, год. И тут все ровненько. Ничего не замазывалось, да? специально не Нет, подделывалось? ну это было бы видно, достаточно светлый тон стен, сложно попасть. Можем оставить потолок. А потолок почему деревянный, можно оставить? потому что сверху он закрыт базальтовым утеплителем. Пол, на котором мы стоим, вот это здесь вот. выполнена так называемая сухая стяжка. Плита, положенная CLT, она обмазана жидкой резиной, чтобы в случае каких-либо протечек к соседу ничего не утекло. О, клево. Да, выполнена вся разводка Ну, по Кирилл. полу. Это электрики и отопление. Видите, вот у нас радиаторы стоят, из пола выходят трубы. Тут однушки и двушки, по-моему, да, мы смотрели? Да, вот мы сейчас с вами в двушке находимся. Это двушка. Да, так поровну разделено, 16 квартир в каждом доме, 16 двушек, 16 однушек. Кухня вот сделана отдельно. Вроде как по современным нормам, там, с залом объединяют. Она сама по себе и так достаточно большая, Большая, то есть 12 квадратов, тут можно и посидеть, тут, И в диван, принципе, конечно, можно поставить, диванчик вот здесь вот поставить. Но если человеку надо будет, нет никаких трудностей объединить. То есть это CLT-панель, это дерево, берешь бензопилу, Нет, в смысле, выпиливаешь и все. тут же что-то несущее. Поверх CLT-панелей Да. лежат еще балки клееные, на которые плиты опираются. До 2,30 можно безопасно, да. Бензопилой выпиливать. прям выпилить? Ну, хоть пилой, на что фантазии хватит. Выпилил проем, сложил себе на мангал дрова и на баню. И пошел. Это защита от детей, то есть закрыл на замок, ключ забрал, и все может быть спокойно, что ребенок окно не откроет и не вывалится. Но тепло здесь.
Здесь тепло, при условии, он что же не у нас работает. выключен обогреватель. В смысле, как это так? Ну, потому На что улице минус. ну, не минус, близко почти, к да. нулевым температурам. 0, да. Ну, потому что у нас, я говорю, опять же, это дерево, оно достаточно хорошо держит тепло, да, все наружные стены 180 миллиметров. У нас бани строят из 20-ки, из бревна, а тут стена 180. И плюс она еще утеплена дополнительно. Это счетчики. Где-то вот там что-то видно. Дерево, да, Да, дерево чуть-чуть. ДВЛ видно. Вот он вон там. Аккуратненько. И тут еще две комнаты. Тут мы Балкончик. тоже постарались. Да, достаточно хорошая лоджия. Здесь можно поставить какой-то шкаф, чтобы что-то хранить. А соединить лоджию с комнатой? Снять фиброцемент, утеплить балкон. Тогда, конечно, можно соединить без проблем. Еще спальня у нас, да? Да, Глянем. И да. ванная комната. Вот тут красиво. Вот это хорошо. Люди платят деньги, чтобы обшить вот так вот Да. комнату. А тут оно это, всё понимаете, естественно, люди, бесплатно. которые платят деньги и обшивают, они получают только картинку. Мы же здесь получаем чистый воздух. Вот вы заметили, когда мы зашли, как здесь Деревом пахнет. деревом Приятный пахнет, запах. легко дышится. Да. Цвет разный. Потому Почему? что у нас здесь эмульсионкой белой мы покрывали потолок. Но если бы это все сливалось в одну, Да. ну, это было бы какое-то пятно там не так. Ух ты, стиралочка хорошая. Она у нас укомплектована, можно. Вы тут денег не пожалели, сантехнику приятную поставили. Даже здесь стоит, да? Здесь пожарный рукав. В случае пожара хлоп, открываешь. То есть это МЧС, сказали, или так, или никак, или вообще Всё, никак не да, будет? да. Счетчики также. То есть вот эта стена, она у нас не CLT, это фальш-стена. За ней, видите, проходят все коммуникации, а вот там уже как раз стоит CLT, обшитая опять же ГВЛ. Да, ребятки, вот такая вот любопытная история. Первая в стране многоэтажные деревянные дома. Теперь о стоимости жилья. 56 тысяч, если вы не имеете отношения к заводу, и 50 тысяч за квадратный метр, если вы имеете отношение к заводу. Пока что это первые два дома, и нам сказали, что чем дальше, а если будет дальше, тем точно будет дешевле, потому что, во-первых, это строили на болотах, во-вторых, это первые такие дома, и в-третьих, здесь огромное было количество требований от МЧС, но многие из них оправданы, но тем не менее вот на это ушло очень много денег. Возможно, дальше будет чуть проще и будет заметно дешевле. Среди наших подписчиков огромное количество людей, которые понимают в строительстве, и мы с удовольствием почитаем ваши комментарии по делу. Привет из Вологды, увидимся, пока!